Аудиочип Qualcomm S2 Gen 3, 12,2 мм динамические драйвера, поддержка таких кодеков как LDAC, aptX Adaptive, ANC здесь до 55 дБ с адаптивным режимом. Функция прозрачности, поддержка фирменного приложения, режим низкой задержки до 44 миллисекунд, водонепроницаемость по классу IP54 и, разумеется, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Vivo TVS 4. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке с изображением модели и краткими характеристиками. Упаковка неплохая, но в то же время стандартная. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, комплект неплохих силиконовых амбушюр и зарядный кабель USB-C. Вес наушников и бокса вы видите на экране, все в пределах нормы. Габариты бокса 60 на 24 на 46 мм, наушники не громадные, 21 на 23 на 30 мм. Звуковод короткий, овальной формы, но имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro. К слову, на стриме 24 числа буду еще обозначать розыгрыш Poco F6 Pro, но он будет единоразовым. Для первого конкурса условия просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий больше 5 слов, осмысленный, и либо в комментарии, либо в описании своего YouTube канала указать свое имя в Telegram-канале. Подписаться на Telegram-канал скидок, и вы автоматически уже в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, присутствовать не обязательно. Победите, я вам обязательно напишу. Перейдем к наушникам. Данная модель продается в двух версиях: Vivo TVS 4 и Vivo TVS 4 Hi-Fi. Vivo TVS 4 Hi-Fi имеет поддержку кодека aptX Lossless, а также, по всей видимости, Vivo TVS 4 Hi-Fi синяя расцветка имеет глянцевый бокс, а у Vivo TVS 4 он матовый. Как вы уже поняли, в продаже имеется две расцветки на выбор, это синяя и белая. Дизайн бокса привлекательный, выглядит он отлично, плюс за то, что он довольно компактный и в кармане особо не мешается. Выполнен он из матового, тактильно приятного и прочного пластика, но корпус марки. На корпусе расположили надпись Vivo, глянцевая вставка между крышкой и основной частью бокса, LED-индикатор, кнопка сопряжения сбоку и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Извлекать наушники из бокса удобно, но сами наушники скользкие. Шарнир пластиковый, люфт у крышки отсутствует. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса есть краткая информация очень мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их с открытой крышкой бокса у меня не вышло. Исходя из этого, делаем вывод, что магниты, удерживающие наушники в боксе, просто отличные. Переходим к наушникам. Наушники изготовлены из глянцевого пластика. Как я уже говорил, они очень скользкие, вдобавок еще и марки. При этом качество материалов по мне отличное, что можно сказать и про сборку. Посадка комфортная, из ушей они сильно не выпирают, при длительной носке уши не устают. Я ощутил легкий дискомфорт только после 2,5 часов непрерывного прослушивания музыки. Если потрясти головой, то наушники останутся на своих местах. Пассивная шумоизоляция хорошая. Далее, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, датчик обнаружения и области для управления сжатием ножки. Их обозначили небольшими углублениями с полосками. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным. Удобно, что в приложении можно без проблем персонализировать управление, ко всему использовать все команды одновременно также можно. Регулировка громкости реализована свайпами, управление удобное, но сжимать наушники нужно сильно. Команды сопровождаются системными звуками, а точнее щелчками, а также переключение режимов озвучивается женским голосом на китайском языке. Далее, наушники оснащены аудиочипом Qualcomm S3 Gen 2 на 12,2 мм, здесь динамический драйвер, и имеет он частотный диапазон расширенный от 16 Гц до 48 кГц. Это больше, чем обычно, это хорошо. Из кодеков поддерживается LDAC, aptX Adaptive, AAC, SBC и LC3. Активное шумоподавление на борту, как и функция прозрачности. ANC до 55 дБ, что прям очень круто. Оно имеет адаптивный режим, слабый режим, стандартное шумоподавление, а также сильное шумоподавление с выбором локации. Это может быть самолет, метро, общественное место, общественный транспорт. Сразу отмечу, что ANC и функция прозрачности не работают с одним наушником. Что касается ANC, отрабатывают все режимы довольно хорошо, даже адаптивный режим. Сильного ощущения вакуума нет, что хорошо, но есть слегка заметный белый шум, который, к слову, встречается и в других ТВС-наушниках с технологией ANC. Так что ничего страшного. Тестировал я ANC в разных локациях, и в целом оно справляется достойно, но мне лично хватает и пассивной шумоизоляции. Ко всему, с ANC звучание слегка теряет сбалансированность. Функция прозрачности имеет два режима. Это стандартное усиление голоса. Оба режима настроены хорошо и улавливают только необходимые звуки.
звуки. На улице можно без проблем разговаривать с собеседником, не снимая наушники, но передача звука слегка глуховатая. Есть модели других производителей, к примеру, тех же OnePlus, у которых данная функция более прозрачная и чище. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают они, и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Анимации есть, по всей видимости, только в паре со смартфонами Vivo и iQOO. Мультипоинт на 2 устройства на борту, что хорошо, датчики обнаружения можно включить или выключить в приложении, отрабатывают они корректно и быстро. Емкость аккумулятора 525 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 45 минут, беспроводной зарядки нет. Емкость аккумулятора одного наушника 54 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 1 часа. Отыграли наушники на 70% громкости по кодеку LDAC и без активного шумодава 5 часов 20 минут. При этом по кодеку AAC они действительно могут отыграть около 9-10 часов. 10 минут в боксе дали 2 часа 10 минут прослушивания музыки в тех же условиях. С боксом данная пара прослужит в таком сценарии использования около 25 часов. В целом время автономной работы данной модели меня порадовало. Они действительно имеют хорошую автономность. Водонепроницаемость и защита от пыли есть только у наушников по стандарту IP54. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего просушил их. По итогу с ними все в порядке. Функционал не пострадал и на звучание это никак не повлияло. Летим дальше. Данную пару можно подключить к приложению под названием Vivo наушники. Скачиваем его обязательно по QR-коду в кратком руководстве. В приложении на стартовой странице с наушниками есть заряд наушников и бокса в процентах, но заряд бокса отображается только тогда, когда наушники находятся в боксе и крышка бокса открыта. Далее есть вкладка, в которой можно поменять аудиокодек, окошко с режимами шумоподавления, стереоэффект DeepX с 4 предустановками. Предустановки неплохие, но вот полноценного кастомного эквалайзера нет, за что минус. При этом есть пользовательские звуковые эффекты, которые настраиваются с учетом остроты вашего слуха. Далее можно проверить посадку наушников, настроить звуковой сигнал для защиты слуха, включить режим низкой задержки для игр, обновить прошивку и воспользоваться функциями, о которых я уже говорил вам ранее. Мне обновления уже прилетали, но изменений на данный момент в работе наушников я не обнаружил. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4 работают они хорошо как с Android устройствами, так и с яблоками. В паре с ПК тоже проблем я никаких не выявил. Через 2 стены они не отваливаются, но вот на улице изредка проскакивают фризы. Опять же, дело может быть не в наушниках, так как у меня ни одна модель на данный момент ловит фризы на улице и в больших городах. То есть здесь дело уже не в Vivo. Задержка на YouTube незаметна, как и в целом в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают достойно, перегруз небольшой есть, как и искажение голоса, но в целом мне никто не жаловался на качество передачи голоса через микрофоны этих наушников. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Vivo TVS4, здесь Bluetooth версии 5.4, это прям круто. Единственное, жалко, конечно, что это не вкладыши. Насколько они хороши, вы слышите сейчас, мало кто новое что-то может придумать. Единственное, могут сделать лучше, это звук. И дешевле, и материал получше. Эта версия не Hi-Fi, от вас зависит, буду ли я покупать версию Hi-Fi или нет. Вот такие вот микрофоны в этих ушах. Звучание я тестировал с различными звуковыми эффектами и кодеками, но больше всего мне импонирует стоковое звучание по кодеку LDAC. Запас громкости есть, я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости, бас глубокий и средний бас в наличии, мощности низким частотам хватает. Высокие звучат отчетливо и приятно, середина имеет хорошую проработку, инструментал различим. Сцена, как для ТВС наушников, широкая, звучание энергичное и отлично сбалансированное. Данная пара подойдет для большинства различных жанров музыки, но отмечу, что прям вау-эффекта от звучания лично я не получил. При этом, учитывая их стоимость и функционал, данная пара заслуживает внимания. Vivo в наушниках плохого не делают. Из минусов: нет беспроводной зарядки, нет полноценного кастомного эквалайзера, скользящие марки и материалы, ANC и функция прозрачности не работают с одним наушником. Разумеется, что эквалайзер, что ANC могут добавить с новыми какими-нибудь обновлениями. Функция прозрачности сейчас глуховатая, возможно, кому-то это не понравится. Для управления требуется сильный
сильно сжимать на ушке наушников, это тоже минус. Также я не упомянул в обзоре про 3D панорамный звук, а все потому, что он, скорее всего, доступен только на смартфонах Vivo или iQOO, но при этом скажу, что данная функция не новинка. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, напоминаю про розыгрыши. Ну а кто хочет помочь проекту, если у вас есть телеграм премиум, просто дайте свой голос моему телеграм-каналу скидок, а потом я разыграю там 200 премиумов на год. Ну вы поняли. Резюмирую. Vivo TVS4 неплохие Bluetooth наушники, я бы даже сказал, они стоят своих денег. От меня девайсу однозначное да, но про альтернативы мы помним. Это и Realme Buds 6 Pro, которые только вышли, и 6. В телеге скидок можете посмотреть, они уже по 5000 продавались вчера. Я про 6 Pro. Да и вообще в наушниках очень много альтернатив, Анкера и все остальное, и по большому счету рынок в каком-то смысле стоит на месте. Хотя они стараются делать дешевле, лучше и качественными материалы. И вроде бы у них получается. Когда-то у Vivo был мега-топ Vivo TVS 1, но там были вкладыши, и это была чуть-чуть другая история. Подписывайтесь на канал с колоколом, смотрите обзоры на все и ото всех. Добра и удачи вам, дорогие друзья!